Смотрите видео до конца, чтобы понять, почему даже сильнейшая женщина своего времени не смогла простить того, кого любила. Династии обычно кончаются на несчастливцах, слабаках и придурках. А вот последним правителем из династии Тюдоров оказалась Елизавета I, властительница весьма удачливая, неглупая и решительная. Вот уж кому следовало подобрать себе достойного супруга, родить законных наследников и оставить им престол. Да вот не тут-то было. Елизавета осталась в истории королевой-девственницей. Судя по ее переписке с последней женой, ее психопапочки, Екатериной Пар, она сознательно приняла решение не выходить замуж в очень нежном возрасте. Со стороны дочери Генриха VIII, который с двумя из своих 6 жен развелся, а двоим просто отрубил головы, такое отношение к браку не очень удивляет. Но действительно ли она отказалась не только от брака, но и от мужского внимания? Нет, конечно. Монарх, говорящий только правду, не просидел бы на престоле с 44 года ни при каких обстоятельствах. Более того, минимум одна из ее любовей была страстной и бурной. При этом она отнюдь не отказывалась от переговоров о своем замужестве. Вот только они длились годами и оканчивались ничем. Не слишком удивительно. Женихи к ней сватались специфически. Один только Филипп II Испанский чего стоил. Не все, что о нем пишут в легенде о Улленшпигеле и поют в опере «Дон Карлос», так уж беспристрастно. Но не приходится сомневаться в том, что он был упрямым и мстительным, педантом и занудой. Другой потенциальный жених, герцог Алансонский, являлся сыном Генриха II французского, дети которого все были с приветом, что Карл IX, стрелявший из окна в несчастных протестантов в Варфоломеевскую ночь, что Генрих III, вообще не годящийся в мужья из-за нестандартной сексуальной ориентации, что Франциск II, дохляк, не доживший и до 17 лет. О третьем ее, женихе, всего-навсего Иване Грозном, я вообще молчу. Да они еще до конца брачной ночи отрубили бы друг другу головы. Но ведь королей и всяких прочих великих герцогов в те времена было как собак нерезанных. Могла бы кого-то и найти. Очевидно, что не больно и хотелось. Высказывались предположения, что Елизавета страдала некой болезнью, мешающей ей заниматься любовью с мужчинами. Это озвучивает, например, Стефан Цвейг в «Марии Стюарт». Вообще говоря, никакой подходящей болезни подобного рода современные медики просто не знают. Да и, скорее всего, это явная выдумка. Тот же Филипп, второй перед сватовством, даже подкупил прислужниц Елизаветы, чтобы удостовериться в ее женской нормальности, и получил убедительные доказательства этого, связанные, извините за подробности, с личной гигиеной. Этот зануда явно их сам разглядывал. Хорошо, если на вкус не пробовал. И все его устроило. Впрочем, не стоит и сомневаться. Мужчины в ее жизни явно были. Заметнее многих прочих был Роберт Дадли, получивший от Елизаветы титул графа Лестера. О них вообще рассказывают много, и что они якобы тайно поженились, и что Елизавета родила от него сына Артура. Существуют даже некие документальные доказательства этого. В бумагах одного испанского министра есть упоминание об арестованном англичанине, который во время допроса признался в том, что он сын Роберта Дадли и Елизаветы. Но как проверить, правда ли это? С этим Робертом Дадли вышла еще одна любопытная история. Многие считали, что у него был роман с двоюродной племянницей Елизаветы, Летицией Ноллис. Королева возмутилась и выслала ее в Стаффордшир, где она и родила сына Роберта де Вера, второго графа Эссекса. Вот именно он, возможная родня Елизаветы по очень многим линиям, и стал героем главного романа королевы. Как же это так? Он же должен быть изрядно моложе? На возраст Александра Македонского и Иисуса Христа. Но разве это много для королевы? Говорил же любовник Екатерины II, 19-летний
Валериан Зубов. Вдвоем нам аккурат 8 десятков. Королевы и царицы — женщины особые, им все можно. При первой же встрече с Елизаветой Эссекс нарушил все мыслимые запреты, отказался поцеловать ее величество и даже шляпу перед ней не снял. Кстати, формально это значит, что он считает, будто его род выше королевского, а за такие вольности положена жуткая квалифицированная казнь, которую мне даже описывать противно. Эссекс же отделался пустяками, потому что ему было всего 10 лет. Королеве стало быть 43. Не надо пугаться. Их роман начался несколько позже. Но никаких сведений о том, что Эссекс пытался сбежать, прятался и вопил. «Не надо, тетенька. Нет и следа. Оба этого хотели. Королеву можно понять, а Эссекса, знаете, тоже можно. Королевы всегда молодые и красивы. Как с Эссексом уже не понять. Но у Елизаветы это было сильное чувство. Она забрасывает его подарками, среди них есть и титулы, и звания, и существенные деньги. Скажем, налог на десертные вина, из-за которого с каждой рюмочки любимого англичанами портвейна Эссексу в карман что-то капало. Ряд милостивых жестов Елизаветы даже шокирует. Скажем, вручение Эссексу своей перчатки для ношения на шпаге. Смотрите, мол, все. Она часами уединяется с ним в закрытых комнатах. Говорит, что хочет поиграть с ним в карты. Ну, конечно же, в карты. Но Эссекс живет не только романтическими чувствами. Он командует войсками, штурмует Кадис, пытается захватить Португалию. И если бы Елизавета, боящаяся за его жизнь и заодно возмущенная его непослушанием, не потребовала бы от него немедленно вернуться, всякое могло бы случиться. Он захватывает Азорские острова, руководит экспедицией в Индию, выигрывает морские сражения. Может быть, он гениальный полководец? Вряд ли. Просто Англия в те годы была так сильна, что для того, чтобы ее армия проиграла битву, ей надо было специально пакостить. Назвать их роман идиллией никак не получается. Они постоянно ссорились, даже откровенно скандалили. Елизавета посмеялась над Эссексом, когда он пробовал настоять на посте генерального стряпчего для своего друга Фрэнсиса Бэкона, заявив, что должность получит кто угодно, но только не он. Эссекс постоянно изменял Елизавете, вступал в скандальные связи, плодил незаконно рожденных детей, даже заключил тайный брак с дочерью главного шпиона Елизаветы, Фрэнсиса Уолсингема. Королева страшно сердилась, но прощала все, разве что упрекая, что женился не по чину на простой дворянке, даже не на принцессе. А после взятия Кадиса она подарила возлюбленному перстень, причем непростой. Она сказала, что если граф ее по-настоящему рассердит, пусть пришлет ей этот перстень, и она ему простит все, что бы он ни натворил. Но и терпение Елизаветы начинает иссякать. Она все чаще привлекает Эссекса к делам покорения мятежной Ирландии. А это то же самое, что бросить члена политбюро на сельское хозяйство. Очевидный признак немилости. Потому что ничего толкового в рамках существующих правил там было сделать нельзя. Даже теоретически. На одном из совещаний по ирландскому вопросу он по-хамски отвернулся от королевы. А та залепила ему пощечину. Эссекс хватается за шпагу и кричит, что даже Генриху VIII он бы такого не позволил. На что Елизавета ответила: «Иди и прикажи, чтобы тебя повесили». Пока только в шутку. Эссекс возглавляет военную экспедицию в Ирландию, но результаты его похода предсказуемы, победить восставших ему не удается. Он идет ва-банк, подписывает с ирландцами перемирие и возвращается в Лондон, надеясь, как всегда, убедить королеву, что он во всем прав. Но обаяние Роберта Девера, второго графа Эссекса, уже не так всемогуще. Терпение может кончиться у кого угодно. Графа немедленно отправляют под домашний арест, накладывают на него крупный штраф. Но самое худшее, что с ним делают, отнимают сладкий налог на вина. А это очень большие деньги, которые в основном и давали ему возможность роскошно жить
и нанимать многочисленных приспешников, делающих все, что он прикажет, пока он платит. А чем теперь платить? Довольно многие считают, что именно лишение выплат по этому налогу толкнуло Эссекса на крайние меры, пока еще остались хоть какие-то денежки от прежних роскошных времен. Но толку от этого было чуть, потому что в любовном альянсе Елизаветы и Эссекса именно Елизавета вела себя как мужчина. А графу осталась роль слабой женщины, переходящей без особой логики от жалобных просьб к скандальным угрозам. То, что принято называть мятеж Эссекса, и на мятеж не особенно похоже, разве что на бессмысленную истерику. Его приспешники проходят толпой по Лондону со шпагами наголо, вопят изо всех сил: «За королеву! Нас продали испанцам!» Ходили слухи, что он собирался взять в плен королеву и заставить ее отдать престол Иакову Шотландскому, сыну Марии Стюарт. Но зачем? Ведь Иаков и так был наследником престола. Может быть, он просто думал, что Елизавета перепугается и попросит его о защите. Однако не тем она была человеком, чтобы попасться на такое. На толпы, которые Эссекс вывел на улицу, поначалу даже никто не нападает, от них разбегаются, как от ненормальных. Когда в дело вступают войска королевы, Эссексу остается только сдаться. Лорд-адмирал пригрозил взорвать его дом, и он не нашел другого выхода. Расчет на то, что Елизавета вспомнит об их любви, не оправдался. Его судили по обвинению в измене, а при этом никаких других приговоров, кроме смертного, ожидать не приходилось. Елизавета долго колебалась перед тем, как подписать приговор. С приговором Марии Стюарт было точно так же. Да и кончилось так же, все-таки подписала. Рассказывают, что сразу же после приговора он получил свидание с графиней Ноттингем, которая была его любовницей, и в то же время супругой его злейшего врага. На судьбу Эссекса это не повлияло. 25 февраля 1601 года, всего через 2 недели после мятежа, ему отрубают голову во дворе Тауэра. Халтурщик-палач только с 3-го удара справился со своей задачей. Елизавета пережила его на 2 года, если это можно было назвать жизнью. Она стала явно неадекватна, бродила ночью по дворцу, угрожала всем встреченным мечом и во весь голос кричала по латыни: «Мертва, но не похоронена!» Чуть раньше королевы умерла и графиня Ноттингем. Перед кончиной она позвала Елизавету и вернула ей тот самый перстень, который та когда-то подарила возлюбленному в знак того, что простит ему любую вину. Эссекс отдал этот перстень графине Ноттингем в надежде на то, что она вручит его королеве. Но муж этому воспрепятствовал, желая Эссексу смерти. Графиня Ноттингем умоляла Елизавету о прощении, но тщетно. Она умерла через 2 дня, а мучения королевы продолжались. Она впала в кому. 9 дней ничего не ела, не принимала никаких лекарств и не говорила ни единого слова, кроме «Эссекс, Эссекс». Вскоре ее тоже настигла смерть. Она добилась своего. Ни один мужчина не смел ей приказывать и навязывать свою волю. Этого она хотела. К сожалению, такое поведение у женщин достаточно типично. Это называется инверсией доминирования. Женщина испытывает мужчину, проверяя, будет ли он ей послушен. Причем достаточно долгое время. Это имеет биологическую причину. Женщина хочет убедиться, не оставит ли ее мужчина, будет ли помогать растить детей, которые у людей, как мы знаем, рождаются совершенно неприспособленными к самостоятельной жизни. Свои фобии и психозы есть и у мужчин. Они хотят командовать, решать, руководить. И если понемногу идти друг другу навстречу, можно договориться. А если настаивать только на своем, все может кончиться. Как в этой истории? Стоит ли дожидаться такого конца отношений?
Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, могла ли Елизавета I поступить иначе.